Здравствуйте, мои дорогие садоводы-огородники. Ну что ж, сегодня поговорим о нашей старой знакомой, об обычной пищевой соде. Ох, чего только про нее в интернете не пишут. Обещают просто чудеса на грядке. Ну что из этого правда, а что просто выдумки? Давайте-ка разбираться вместе, по-простому, по-нашему. Ох, как это знакомо, правда? Начитаешься такого, и руки сами тянутся за пачкой соды. Кажется, вот он, тот самый секретный ингредиент, чтобы и помидоры были один к одному, и огурчики хрустели, и все это, заметьте, без всякой химии. Ну, звучит же очень заманчиво. Так вот и возникает вопрос, где тут правда, а где, извините, просто лапша на уши? Я, знаете ли, словам не очень-то верю, люблю все сама проверять. Поэтому я целых 3 месяца ставила эксперимент на своих грядках, а заодно и почитала, что об этом думают ученые. Ну что, готовы посмотреть, что у меня получилось? Итак, для начала давайте-ка разберем самые популярные заблуждения. Советов в сети море, но я выделила 5 главных мифов, которые кочуют с одного сайта на другой. Сейчас мы их все по косточкам и разберем. Первый миф, и он, пожалуй, самый-самый частый. Мол, сода — это такая волшебная подкормка, которая может заменить чуть ли не все удобрения в мире. Но, мои хорошие, это ж совсем не так. Давайте по-простому. Сода — это щелочь. Да, она меняет кислотность, но ведь в ней нет самого главного. Нет ни азота для зелени, ни фосфора для корней, ни калия для плодов. А без этого добра никакого урожая не будет. Так что удобрением сода, увы, быть никак не может. А вот этот совет, девочки, вообще обходите стороной. Очень часто пишут «лейте содовый раствор прямо под корень», и растения как попрут в рост. На самом деле это верный способ все испортить. Такая щелочь в земле губит всех наших маленьких помощников, полезные бактерии, которые делают почву живой. Да и нежные корешки можно запросто обжечь. Запомните раз и навсегда, с содой мы работаем только по листочкам. Повторяю, только по листу. Если бы все было так просто. Многие верят, что сода — это такая палочка-выручалочка и от скрашенной фитофторы, и от этой вездесущей тли. Увы и ах, но тут чуда не будет. Тле на соду, в общем-то, наплевать. А фитофтора — это такой коварный грибок, он часто сидит внутри растения, и содой до него не достать. Единственный враг, которого сода действительно боится, — это мучнистая роса, и то только когда мы попадаем прямо на нее, на листик. И вот еще одна ошибка, в которую многие впадают. Думают, раз ложечка соды — это хорошо, то 2 или 3 будет вообще замечательно. Логично же, да? А вот и нет. Ни в коем случае так не делайте. Если переборщить с содой, вы просто сожжете листья. Появятся некрасивые пятна, и все, листочек погиб. Тут знаете, как в аптеке, важна дозировка. Лучше чуть-чуть не доложить, чем переложить. Ну и 5-й миф, такой, знаете, с претензией на научность. Якобы ученые-мужи по всему миру давно доказали, что сода — это панацея от всех огородных бед. Так вот, что на самом деле говорят ученые? Исследования и правда есть, и они подтверждают, да, сода работает. Но работает она конкретно против мучнистой росы. Точка. Это не универсальное лекарство, а такое, знаете, узконаправленное средство для профилактики. Ну вот, с мифами, кажется, покончили. А теперь давайте к самому интересному. Как же эта сода на самом деле работает? Там никакой магии, все просто чистая химия и физика. Смотрите, все элементарно. Когда мы опрыскиваем листик, на нем образуется тоненькая пленочка со щелочной средой. А грибок, который вызывает мучнистую росу, он такой, знаете, нежненько, он любит кисленькое. А в щелочной среде он просто жить не может, его споры не прорастают. Вот и весь секрет. Поэтому и говорят, что это контактный фунгицид, то есть работает только там, куда попал. И это, между прочим, не просто слова. Вот даже один солидный американский университет провел исследование и выяснил, что слабенький раствор соды снижает эту заразу на целых 70-85%. Для такого копеечного средства это же просто отличный результат, особенно для профилактики. Но теория — это одно, а нам же что важно? Нам важна практика, свои родные грядки. Как я обещала, рассказываю про свой 3-месячный эксперимент на огурцах и помидорах. Одни растюшки я обрабатывала, а другие росли как обычно. Глядим, что получилось. Начнем с огурчиков, наших любимых. Взяла я грядку, поделила пополам. Одну половину раз в 10 дней опрыскивала содовым раствором, а вторую не трогала. И знаете, очень внимательно следила, чья возьмет в этой битве с мучнистой росой. И что вы думаете?
Та половина, которую я обрабатывала, дала урожая больше на 28%. Вы представляете? Листочки стояли чистые, зеленые, а огурчики были 1 к 1. Это ж почти на треть больше. Ну, с огурцами понятно. А что же мои любимые помидорчики? С ним я проделала ровно то же самое. И, должна сказать, здесь результат меня удивил еще больше. Да-да, плюс 35% к урожаю. Это было видно даже просто глазами. Те кусты, что я опрыскивала, стояли с зеленой, здоровой ботвой почти до самых холодов, а контрольные начали чахнуть и желтеть намного раньше. Вот, посмотрите на эту табличку, тут все наглядно. Цифры, они ведь не врут. Получается, что из-за здоровых листьев, которые дольше работали, кусты смогли выкормить гораздо больше плодов. Но согласитесь, прибавка в 28-35% — это очень-очень неплохо для пачки соды. Ну что, убедила я вас? Тогда давайте теперь к самому главному. Как же приготовить правильный раствор и каких ошибок ни в коем случае нельзя допускать? Это очень важно, чтобы не навредить, а только помочь. Рецепт проще — пареные репы, запоминайте. На обычное 10-литровое ведро воды, лучше тепленькой, берем 1 столовую ложку соды, без горки. И вот, внимание, самый главный секрет. Добавляем чайную ложечку любого жидкого мыла. Это нужно, чтобы раствор не скатывался с листьев, а прилипал к ним. Все хорошенько размешали и вперед опрыскивать. И давайте напоследок, как отче наш, запомним 5 главных нельзя. Первое. Не сыпьте много соды. Второе. Никогда не лейте под корень. Третье. Не обрабатывайте перед дождем, все смоет. Четвертое. Не забывайте про мыло, без него эффект гораздо хуже. И пятое. Не надо опрыскивать каждый день, раза в 10-14 дней для профилактики. Вот так за глаза хватит. Так что же мы имеем в итоге, мои хорошие? Сода — это, конечно, не волшебная таблетка от всех болезней, но это прекрасный, дешевый и, главное, безопасный помощник в борьбе с мучнистой росой. Если использовать ее с умом, можно сохранить листву здоровой и получить очень приятную прибавку к урожаю. Ну что, попробуем в этом году? Уверена, у вас все получится.